Привет, ребятки! Кукуруза еще не поспела, а яблочко вот нашел. Не пора ли нам поноситься по деревням немного? Это Беларусь, Воложенский район, окрестности Раково, деревеньки. Деревеньки между Гродненской трассой и Радошковичской трассой. Там мы уже катались, там уже тоже катались. Сейчас посмотрим, что тут происходит по этим деревенским дорогам. Блин, комаров сколько. Сегодня небольшая тренировка на 120 километров. Конец недели, 5-й день. Уже ноги знатно упороты, все работы поделаны. Сегодня надо уже дожать то, что можно еще дожать. Завтра дня 2 отдыха, точнее 2 дня отдыха завтра, а послезавтра. Вот. С ветерком прокатимся в паре мест. Есть пара классных спусков. Одну дорожку я хочу еще изучить, я там не ездил. Ну и может быть чутка поднавалим где-то. Поехали. Поехали, ребятки. Я Виктор. Блин, яблочко огонь. Стартуем из деревеньки Кучкуны. Ну как стартуем? Мы уже 35 километров я проехал без вас. Благополучно. Там просто трасса громкая, все такое. Мы там уже катались немного с вами. Чтобы пленку не тратить лишний раз. Покатаемся по деревенским. Переднее колесо спустило, охуенно. Заметил забавную закономерность. Как только включаешь камеру, почему-то тоже спускает переднее колесо в хлам. До этого катаешься месяц без приключений. Решил что-то поснимать. И понеслось. В общем, хороший велоспорт. Никогда не знаешь, где будешь склеиться в следующий раз. Эффект неожиданности. Деревня Старый Раков. Shed a shadow on my life. Shed a shadow on a love. To the shelter of my life. To the shelter of a life. I could see it in your restless eyes. The truth I was hiding. The truth you could not disguise.
нами свои неповторимые объятия. С той стороны деревни на эту можно неплохо пролететь. Идите в жопу, а! Сейчас там на горочке развернемся и поедем обратно. Вот этот виражик будет. Возле нор. Милое уютное кладбище прямо рядом с даунхиллом. То, что нужно. Тут неплохой 7-8,5% уклончик. I wish you could shelter me. Shelter me now. I need a miracle. And I never thought I'd see the day. Итак, деревушка Гиревичи с ветерком. You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees? I wouldn't do that. I'll tell you you're right. Правильное выражение в тему. If only you could see into me. Oh, when you're cold, I'll be there. Hold you tight to me. When you're on the outside, baby, and you can't get in, I will show you you're so much better than you know. Поворачивай. When you're lost, you're alone, you can't get back again. I will find you, darling, and I'll bring you home. О, какой прутик прикольный. Написано: ловить рыбу опасно для жизни из-за проводов. Не похоже. Не ловить рыбу безопасно для смерти. Так, Гиревичи мы с вами облагодетельствовали своим шедевральным появлением. Не факт, что оно не осталось незамеченным, но это и не главное. Сейчас мы едем по этой перемычке в другой деревне с похожим названием Гиневичи. Там есть прикольный обхильчик. И оттуда проедем перегон через деревню Пугачи. Я давно эту дорожку себе намечал уже разведать, но вот никак еще не прокатился.
компания со мной катит на руле на моем. Ну и выйдем в итоге на Гродненскую трассу. И по ней уже даванем обратно на Минск. По вот этой дорожке пару километров перегон с классным подъемчиком, спуском. Сегмент в Страве есть тоже. Но этот сегмент я на сегодня не рассматривал. Там по Киревичам было, как его, по Страве сегмент километровый. Возможно, мы сейчас по Кому проехали по лучшему времени. Ну там вираж, сука, пока толком не прикатан, свежий гравий посыпали. Немного стремновато на максималках проходить, чтобы не снесло. Ну и здесь на перевальщике расположена вот эта деревуха Эпимахи. Странно, что они не ставят ударение на знаках, ну ладно. Усадьба Ганка какая-то. Что там за она? А, и потом как-нибудь проверим. Надо ехать. О, клевая горочка. If you want to cry, I am here to dry your eyes. In no time, О, прикольно. you think I'd leave your side, baby? You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your Не, ну knees? отлично. I wouldn't do that. I'll tell you you're right when you're wrong. If only you could see into me. Вот эта дорога. When you're cold, На нее сейчас выезжаем, чуть по ней Архимчик. И дальше едем на Пущу. all you tied to me. Архимчик чуток работнем. When you're Проехал чуть по дороге, развернулся. Обхил, километровый отрезок. В Страве у Кома. Минута 57, средняя 31,2, не знаю. Вроде не крутой. Что-то как-то медленный Ком какой-то. Сейчас проверим. Будем ориентироваться на 31,2. К концу недели только Комы заставляют тебя восстать из пепла, словно птица Феникс, и атаковать новые высоты, выйти на новый виток развития. Так, ну где-то здесь начало участка. Поехали. Еще 3,3% уклон.
Кома забрали. А я так и хотел. Ну вот у нас на Пугаче поворот направо сейчас. Тут релакснем чуток, почилим. Блять, обожаю ебучие камни на поворотах, пиздец. О, какая дорожка, бля. Хиневич закончились. Начались нейтральные воды. О, справа хуторок, он классный. Летим, словно ястреб на истребиной охоте. Не, ну как летим, 40 км в час? Такое себе. Блин, ну тут классный даунхильчик в обратную сторону, вот назад. Надо будет катнуть. Оставим это на следующий какой-нибудь раз. А вунь бусил в ходе по болоте. Ну-ка, полетим. Полетели. І вони полетіли так само, як і ми. Тільки ми полетіли у другий бок. До вёски Пугачи, ребятки. Блять. О, вон они, летят, красавчики. Бачу я некий цудовний домичок. Треба полететь. О, какая мозаика! Класс! Домик номер 1. О, классная мозаика. Здається, некий мастак там живе. Белорусского велогонщика порой, когда падают слишком низко, уровень сахара в крови начинает залипать и шрифт, и контрол, и русский язык на белорусскую мову переключается как хочет.
Які мальовничі краєвиди вокруг. Это мои улыбки. Ну и в чем это? А просто вон клевый домик. Это деревенька Сосновцы или Сосновцы. Вёсочка, вёсочка, вёсочка. Наступная вёсочка буде Пухачи. Пухачи. Короче, Пугачи уже скоро. Все, хотел до них добраться, глянуть, что за они, мать. О, какой был домик слева клевый. Сосновцы скончились. О, лесочек, огонь, прохлада. Пахнет листьями. Класс. Там еще от Пугачей пара отрезочков попробуем проехать. Там подлиннее чуток. На этих двух коротких спринтах размялись. Ну и дадим ноге просраться. Одно только беспокоит меня слегка. С нашим с вами таким стилем я боюсь, что ни Пинарелло, ни Догма, ни тем более какая-нибудь Кальнага никогда не постучится, не позвонит и не скажет: я хочу быть твоей. Возьми меня. Я стану твоим спонсором, детка. Твоим и всех твоих подписчиков. И мы будем гонять на Кальнаге, на Пинарелле или даже на Догме. А я так скажу: ну и хрен с ним. О, человечек идет. Пронесемся же мимо него. Я увидел неподдельный страх и тихий ужас в его глазах. О, Пугачи. Так, тут надо искать поворот налево где-то. О, какой прикольный домик. Смотрится с дороги классно. Красненький. Главное с ракурса сойти удачно. Вон под деревом домик. Класс. Там живут же какие-то человечки. Наверное, это славные человечки. Ой, как тут вообще здорово. Блин, вот по бокам смотришь, столько картинок. Но это все забрать невозможно. Пускай будет тут. Надо будет приезжать. Потряхивает, у вас там глаза на фарш еще не покрошились. Но если покрошились, то макароны по-флотски. Это мы любим. Так, что-то я тут промахнулся с поворотом.
Котик. Мяу. Так, это что? Вот это вот жопа нас ждет вот та вот, а? Выглядит мило, мило. Ну ладно. Итак, работнем. Кусок что-то 3,5 километра. Попробуем отобрать кома. Скорость кома средняя, здесь 35,3. Называется он как-то по-жесткому, этот кусок Пугачи Рубе. Наверное, он очень жуткий. Есть наборчик высоты какой-то. Ну, короче, вот тут его начало. Проверим, протестим, посигнем. Я б это с радостью забыл. Как вспомню, так кидает в дрожь. Но расскажу вам все, как было. Устал от ваших кислых рож. Набравшись, я вылез в окно, на речку угрюмо взглянул. Вода была красная, будто вино, у берега кто-то тонул. Я мог бы, наверное, поднять и помочь, но ноги пошли не туда. Вдруг крик оборвался и скинул прочь, и стала спокойной вода. И с тех пор молящий взгляд его преследовал меня. Стал я чаще пить вино и проклинал тот день. Я жуткая ночь хохотала потоками ливня. В шуме воды мне послышались чьи-то шаги. Я мертвеца у себя на пороге увидел, и голос ужасный его прокричал: помоги! А пол разлетелась бутылка вина, ужасный казался мне гость. И боль, как огнем мне плечо обожгла, и пальцы вонзились мне в кость. В проклятой реке поднималась вода, запахнув я островом. Я вмиг протрезвел и помчался туда, где рыбацкая лодка была. Течением лодку уносило, я зацепиться чудом смог, за борт держась, собравшись силой, залез в нее на дне щелек. Жуткая ночь хохотала потоками ливня. В шуме воды мне послышались чьи-то шаги. Я мертвеца у себя на пороге увидел, и голос ужасный его прокричал: помоги! Всю ночь провалился без памяти я, очнулся с больной головой. Причалю к берегу лодка моя, не помню, что было со мной. В кармане лежала бутылка вина, но я удивляться не стал, а просто открыл, начал пить из горла, и вдруг над собой увидал, как тучи небо закрывают, и не видно им конца. Раскаты грома высыпают из речки тело мертвеца. Жуткая ночь хохотала потоками ливня. В шуме воды мне послышались чьи-то шаги. Я мертвеца у себя на пороге увидел, и голос ужасный его прокричал: помоги! Короче, ясен пень, никакого кома там сейчас не получилось. Ноги что-то у меня уже упоролись, да, я, Рубилова конкретно. Я не уверен, что мне сегодня нужен именно этот ком. Но следующий участок, проедем его, до трассы покрутим, а по трассе уже будем доезжать спокойно до Минска.
недалеко. 9,5 километров до трассы, до Гродненской. Ну, сейчас их пролетим. Хорошо, солнце спряталось, не жарко. Ну вот, Меньковшина налево. 7 километров еще. Слепой поворот. А раньше всегда думал, что слепой поворот — это для слепых людей. Какая-то деревня. Не успел прочитать название. Фу. О! Впереди каких-то два велогонщика. Велогонщицы. Микро. О, класс. Горочка. О, прям хорошенькая. Надо залететь туда. О, ни хрена себе церквуха. Класс. Финишнем к церквухе. Церковный финиш. Блин, офигенно. Ершевич, деревня. Блин, офигенная церквуха. Ну, хочу отрезок доехать. Река Ершовка. Блин, я вам эту церквуху покажу и сам посмотрю. Поедем эту петлю в обратном направлении как-нибудь. Сейчас надо отрезок доехать. Так, ну вот и конец участка. Только нам на ту сторону трассы. Ну что, зачетно по деревенькам катнули. Мне понравилось. Красивая дорожка, красивые виды. Вон даже солнышко вышло. Мне до города еще 50 километров покрутить по трассе. Ну, тут по трассе, в принципе, ровно. Туда. А вы идите, готовьте чай. Ешьте бутерброды, эти, как их, жареные пельмени. Так что пока, ребятки, до следующих покатушек. Ешьте. Пейте, спите, тренируйтесь, много катайтесь, жестко катайте и так далее. Так что пока. Я Виктор, увидимся.
добродушный старик меня отпустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй! Будь как дома, путники, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидя я за столом. Листик сидел напротив, болтал о том о сём, что не среди животных у старика браков, что нравится ему подкармливать волков. Будь как дома, путники, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. И вот среди ночи забыли под окном. Старик заулался, вечер покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Будь как дома, путники, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Короче, я полетел. Просто, блядь, запустить. Ну, давай, напиши. Ну вон, подъезжаем к Минску уже. А это наша законная награда. Итак, 400 кофе, 2,5 ложки сахара, молоко, литр 200 зеленого чая, 2 столовые ложки сахара, соль, молоко, кукурузные хлопья, голубика, сметана, мясо, сыра чуток, хлеб. Сейчас мы все это навернем. Никто не собирался сегодня наваливать, но как обычно из этой затеи ничего не вышло. Ну как вам эти деревушки? А вы небось поверили, когда я там в траве говорил, типа пока, что это пока, но было же еще целых 50 километров, и никто не ожидал, что произойдет вот это все веселье, которое там произошло. 116 километров, 3:38,
Средняя скорость, ну тут сегодня не про среднюю была скорость, 31,8, максимальная 63,5, средний каденс 90, максимальный 120. Набор высоты какой-то даже был 620 метров, ну все такое. В общем, это был 5-й тренировочный день подряд за неделю, 5-й такой день блока. Вот, предыдущие 4 дня были тоже где-то длительные, где-то менее длительные, там от 120 до 60 километров. И каждый день были какие-то работы, больше и меньше, побольше темповые, поменьше агрессивные. Короче, навалил я уже знатно, и вчера вечером многие сказали мне, что, братан, завтра утром, короче, у тебя легкая, просто закатайся, и все, и пойдем отдыхать в субботу-воскресенье. Но, как обычно, я собирался интегрировать пару этих отрезков, наметил там вот эти по деревням, таких, чтобы включиться, но когда я утром выезжал, многие мне сказали: братан, давай сегодня без нас, ты просто едь, а мы немного поспим. Вот. В деревнях включился, получилось клево. Конечно, сбило немножко это пробитое колесо, но, блин, что поделать, комаров дофига еще. Мешали клеить колесо и вообще мешали мне там что-то делать. И, возможно, это они колесо и прокололи. Вот. Ну, в таком месте поклеиться, что даже приятно. Немножко, конечно, это выбило из темпа, из ритма, но бывает. Вот. Очень, конечно, здорово я встретил вот человека на обратном пути. Долетели как просто лифт по заказу, долетели как самолеты. Здорово. Спасибо этому человеку, спасибо этой трассе, спасибо всем вам за сегодняшнее веселое такое приключение, потому что когда едешь один, это одно, а когда у тебя на руле целая тусовка людей, это гораздо веселее. Так что, ребята, до следующих покатушек, до следующих тренировок. Я надеюсь, вы там тоже тренируетесь, тоже питаетесь, тоже спите. Кстати, я все эти бутерброды, всю эту голубику и кукурузные хлопья уже съел, и мои миофибрилы с митохондриями, они уже дерутся там за эти крупицы АТФа, гликогена и всего остального, всех этих витаминов, чтобы к следующему разу быть еще бодрее, веселее и скоростнее. Так что желаю вам мощи, непобедимой выносливости, и катайтесь. Так что увидимся. Все, пока. Спасибо.